Сегодня давайте приготовим безумно простой, но очень вкусный пирог с клубникой. Беру 3 яйца и начинаю взбивать их миксером. Добавляю 1 щепотку соли и постепенно ввожу 120 граммов сахара. Также добавляю 20 граммов ванильного сахара. И продолжаю взбивать 5 минут или пока яйца станут пышными и белыми. Вот как видите, яйца погустели и стали очень светлыми. Теперь я добавляю сюда 250 граммов сметаны, у меня она жирностью 20%, и 50 миллилитров растительного масла без запаха. Теперь на средней скорости тоже это все взбиваю в одну однородную массу. Долго взбивать не надо, просто объединить в однородную массу. Теперь у меня здесь 250 граммов уже просеянной пшеничной муки, и в нее я добавляю 2 чайных ложки разрыхлителя. И перемешаю ее до однородности. И постепенно теперь ввожу муку, перемешивая миксером на маленькой скорости. Всего для пирога нужно 500 граммов клубники, половину нужно нарезать достаточно мелко, а вторую часть просто разрезаю пополам. Половину теста выливаю в форму. Форму я предварительно выстелила пергаментом. Диаметр формы 22 сантиметра. Разравниваю тесто и отправляю сюда мелко нарезанную клубнику. Распределяю равномерно по всей площади формы. И сверху отправляю вторую часть теста. Также ее разравниваю. И теперь сверху выкладываю половинки клубники, немного ее утапливая вглубь теста. Пирог отправляю выпекаться в духовку, прогретую до 180 градусов на 50 минут. Также для клубничного пирога я хочу еще сделать клубничный соус. Для этого я отправляю в блендер клубнику, здесь 400 грамм и 1 чайную ложку сахара. Это по вкусу. И теперь взбиваю до однородности. Пирог уже слегка остыл, приблизительно полчаса прошло, и теперь я провожу ножиком, чтобы освободить его от формы. Конечно, пахнет он просто превосходно. И вот посмотрите, какой он получился. Готовый пирог я присыпаю слегка сахарной пудрой. При остывании пирог немного осядет, это нормально. А теперь давайте разрежем и попробуем эту красоту. И теперь посмотрим. Вы просто посмотрите, какой он красивый. Нежный, с кусочками клубники. Я уже не могу удержаться, буду пробовать. Я уже хорошо напробовалась, все хорошо распробовала. Что я могу сказать? Тесто мягкое, влажное, оно достаточно плотноватое, не рассыпчатое, ни в коем случае не песочное. При этом сам пирог, он тоже влажный, сочный, очень вкусный, слегка кисловатый благодаря клубнике, с ванильным ароматом. Ну, супер. И не слишком много сахара в нем, что мне тоже очень нравится. И не забываем при подаче поливать вот этим красивейшим клубничным соусом, потому что я забыла и слопала уже целый кусок без соуса. Беру 140 грамм белка, это не приблизительно, это 4 белка яиц сорта отборные, они маркируются СО. И будем их взбивать в миксере. К белкам добавляю щепотку соли, 1 чайную ложку лимонного сока. Лимонный сок поможет белкам лучше взбиться, и соль тоже. И взбиваем белки на маленьких оборотах до легкой пены. Когда белки у нас сбились до вот такой вот легкой пенной шапочки, будем постепенно добавлять сахар. Сахара должно быть в 1,5 раза больше, нежели белков. У меня 140 грамм белков, получается сахара должно быть 210 грамм. Я беру 200 грамм обычного сахара и 10 грамм ванильного сахара. Берите мелкозернистый сахар или сахарную пудру, чтобы он лучше растворялся в белках.
Белки взбиваем минимум 10 минут, в зависимости от миксера может занять и больше времени, до вот таких вот устойчивых пиков. Посмотрите, должны быть вот такие вот клювики. Раз, раз. Выкладываем меренгу на пергамент или на силиконовый коврик достаточно толстым слоем, приблизительно 2 сантиметра. Пергамент берите с силиконизированным покрытием, чтобы к нему не приставала меренга. У меня получился прямоугольник 33 на 25. Если у вас есть вот такая вот насадка, то можно сделать такие красивые борозды. Если нет, то оставляем так, как есть. В любом случае будет красиво и вкусно. Все, класс. И отправляем в духовку, уже прогретую, до 170 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Должна получиться сверху корочка, а внутри меренга должна остаться мягкой и нежной. У меня корж полностью готов. Я выпекала 25 минут. Смотрите, снаружи такая вот корочка, а внутри он как пружинит. Он мягенький. Он слегка потрескался, но это ничего страшного, потому что он в любом случае будет трескаться, когда мы будем его сворачивать. И теперь накрываем его пергаментом. Корж аккуратно переложили и теперь снимаем аккуратненько коврик. Оставляем корж остывать в таком положении. Для крема берем 300 грамм сливок жирностью не менее 33%. Они обязательно должны быть холодными, также вы можете охладить и венчики, и миску. Я добавляю сюда 10 грамм ванильного сахара, и больше я не буду добавлять сахар, потому что меренга и так очень сладкая. Начинаем взбивать сливки сначала на маленьких оборотах, потом постепенно повышаем. Сливки у меня сбиты вот до такого вот густого состояния, и часть сливок я перекладу сразу же в кондитерский мешок, чтобы потом использовать их для украшения. Совсем немножко. Берем 200 грамм клубники, самую красивую оставляем на украшение, а остальную нарезаем вот на такие четвертинки. Если слишком крупная, то можно порезать мельче. Пока мы с вами взбивали крем и нарезали клубнику, корж уже полностью остыл. И выкладываем на него тонким слоем равномерно взбитые сливки. И теперь выкладываем клубнику. Смотрите, вот с этого края меньше кладем клубники и меньше кладем крема, чтобы рулет у нас проще свернулся. Равномерно распространяем, чтобы каждому попало. И теперь аккуратно его сворачиваем, вот так вот помогая пергаментом. Он будет крошиться, но не переживайте, это меренговый рулет, он такой и есть. Все, идеально. Если вы никуда не спешите, то его можно оставить в холодильнике на 2, 3, 4 часа и даже на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался и хорошо держал форму. Но я этого делать не буду, так как я очень спешу, потому что очень хочу меренговый рулет с клубникой. И украшаем клубничкой. И совсем немножко мяты. Зеленый очень хорошо подходит сюда. Ну и вот наш меренговый рулет готов. Он очень вкусный, но если вы хотите его хорошо ровненько нарезать, то вряд ли это получится. Но в любом случае, если он побудет в холодильнике хотя бы минимум 2 часа, он будет более плотным и резать его будет легче. А вот сейчас, если сразу резать, то его резать очень тяжело, но для меня это не преграда. Я ем его сразу, и он безумно вкусный. Это нереальное сочетание тягучей слегка меренги, взбитых сливок и ароматной клубники. Я очень рекомендую приготовить этот рецепт, потому что это просто классика, которую нужно обязательно попробовать. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов. Здесь у меня 400 грамм творога жирностью 9%, можно взять абсолютно любой жирности, но смотрите, чтобы вам творог нравился по вкусу. Измельчаем его, то есть перетираем его блендером в однородную пасту.
Здесь у меня 75 граммов воды комнатной температуры и 15 граммов желатина. Высыпаю, желатин быстро растворимый, высыпаю и оставляю буквально на минуту, чтобы он набух. К творогу добавляем 400 граммов йогурта. Йогурт я взяла вот такой вот густой. И тоже все это перебиваем блендером до однородного состояния. Посмотрите, какая гладкая однородная масса получилась. Йогурт у меня был жирностью 2,5%, вы можете взять другой жирности. Желатин набух, и теперь его нужно растопить. Я просто ставлю мисочку с желатином в горячую воду и оставляю так минут на 2-3, оно все расходится прекрасно и не нужно ничего больше прогревать. Теперь у меня здесь 150 граммов клубники, я буду нарезать мелкими кубиками. Можно использовать абсолютно любые ягоды, даже можно замороженные использовать. Возьмите там малину, вишню, все по вашему вкусу, но ни в коем случае не берите киви и свежий ананас, потому что они содержат вещества, которые разрушают желирующие свойства желатина, и в итоге десерт у нас не застынет. Можно брать консервированные ананасы, но свежие нельзя брать. Если вы берете малину, то ее можно не нарезать, а просто бросить целиком. Клубника у меня достаточно крупная, поэтому я решила нарезать. К творожно-йогуртовой массе добавляем 15 граммов ванильного сахара. И также добавляем сахарную пудру. Почему я добавляю именно сахарную пудру, а не сахар? Потому что если добавлять сахар, он слишком сильно разжижает вот творог и йогурт, и масса получится слишком жидкой. А сахарная пудра, она не так сильно разжижает, поэтому я беру сахарную пудру. Сахарную пудру добавляем по вкусу. Вы можете в любой момент попробовать массу, и вот когда вам уже достаточно сладко, то и хватит. Вот такая получается глянцевая масса. Я добавила 90 граммов пудры, вы регулируете по своему вкусу. Добавляем в массу растопленный желатин, лучше это делать через ситечко, чтобы вдруг что, не растворившийся желатин остался сверху. Но здесь вроде все разошлось хорошо. И венчиком взбиваем массу, чтобы она стала более воздушной. Массу я взбивала буквально 1-2 минуты, уже появились такие красивые пузырьки воздуха, в разрезе будет очень красиво. Теперь я беру форму, у меня форма силиконовая, если у вас форма не силиконовая, то ее лучше выстелить пищевой пленкой, чтобы потом можно легко достать было десерт. Размеры формы у меня 9,5 см на 22 см. В творожную массу отправляем клубнику и очень аккуратно перемешиваем, вот так вот аккуратненько. Перекладываю массу в форму. Вот так вот пару раз стукну формой об стол, чтобы разровнялась поверхность сверху. И отправляем десерт, накрываем пищевой пленкой, чтобы он не принимал никакие запахи из холодильника. И отправляем его в холодильник на 6-8 часов до полного застывания. Уже десерт полностью застыл, поэтому для подачи я предлагаю приготовить клубничный соус. Здесь у меня 150 граммов клубники. Добавляем сюда сахар или сахарную пудру по вкусу. Я добавлю вот столько вот сахарной пудры. Все зависит, конечно, от самих ягод, кислые они или сладкие, и от ваших вкусовых предпочтений. И взбиваем. Готово. Вот такой густой, вкуснющий получился соус. Все, будем доставать десерт. Если форма силиконовая, то десерт хорошо отходит от стенок, и поэтому я думаю, что мне не составит никакого труда сейчас достать его из формы. Вуаля! Вышел. Смотрите, какой красивый. Сверху украшаем клубникой. Если вы хотите, чтобы клубника хорошо держалась, то можно смазать или вот этим клубничным соусом, или йогуртом, чтобы клубника не ерзала туда-сюда. И украшаем клубникой уже непосредственно перед подачей, потому что клубника может заветриться, если будет в холодильнике лежать вот так вот в таком виде. Вот такая у нас получается красота. Немножко мяты. Теперь давайте отрежем кусочек.
чтобы посмотреть, какая у нас получилась недореза. Вкусняшка. Сверху все поливаем клубничным соусом и можно пробовать. Пробуем. Это класс! Настоящий, освежающий, легкий летний десерт. Приготовьте с любыми ягодами, я уверена, что вам понравится. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!